Добрый день, дорогие друзья, огромная просьба ставить лайки ближе к концу ролика, так как лайки, поставленные в начале ролика, YouTube списывает, считая это накруткой. Из-за некоторых нюансов, которые возникли у многих при создании новых аккаунтов AliExpress, решил сделать данное видео полной инструкцией для заказа с AliExpress в Крым, в котором будем создавать новую почту, также зарегистрируем новый аккаунт AliExpress и сделаем свой первый заказ в нем. Эти все действия не будем растягивать и сделаем все быстро, так что не стоит перематывать данное видео, рекомендую наоборот пересмотреть ролик несколько раз, и некоторые обязательно что-то услышат новое. На данный момент уже именно 2 дня делаю заказы по новому способу, и как мы видим, уже 6 заказов ожидают отправки, и один из них уже отправлен. Также напоминаю, что еще работает наш любимый промокод для первых заказов в новых аккаунтах AliExpress. Данный промокод дает скидку в 250 рублей при заказе от 320 рублей. Правильное написание данного промокода оставлю в описании под данным роликом. И по информации, на данный момент промокод будет активен еще до 30 августа, а если дата или промокод изменится, исправлю в описании. Также существует аналог данного промокода для Украины и Европы, который дает скидку в $4 при сумме заказа от $5 и выше. Правильное написание также оставлю в описании. Данные промокоды работают только для новых пользователей AliExpress. А кому интересно посмотреть, по каким именно параметрам AliExpress вычисляет новых пользователей, можно поставить на паузу и посмотреть. Еще больше купонов и промокодов у меня в телеграм-канале, в котором делюсь со всеми купонами и промокодами для AliExpress. Рекомендую каждому подписаться, нас уже более 2000 человек. Ссылку на телеграм-канал оставил в описании под роликом. Ну а мы приступаем к созданию аккаунта AliExpress, в котором и сделаем свой первый заказ. Друзья, нужно обязательно каждому создать новый аккаунт на AliExpress, ведь аккаунт, созданный пару недель назад, может уже не работать. Первоначально нам требуется скачать браузер Opera со встроенным VPN протоколом. Ссылку на данную страницу Opera оставлю в описании под роликом. После установки браузера на компьютер надо обязательно перейти в настройки. Далее нажимаем «Расширить в настройках» и включаем VPN протокол. Но кто уже ранее пользовался браузером Opera, то надо обязательно перейти в настройки и стереть данные о работе браузера. Для этого переходим в настройки. Данные о работе браузера нажимаем «Очистить». Далее видим временной диапазон за все время и нажимаем «Удалить данные». И на этом подготовка нашего браузера завершена. Далее переходим к созданию почты без привязки номера телефона. Для этого необходимо зарегистрировать почту на Яндекс. Переходим на данную страницу регистрации почты, ссылку на страницу оставлю также в описании. Далее вводим свое имя и фамилию. Далее придумываем имя своей почты, но Яндекс подскажет свободные имена, например, первый. И также придумываем пароль и повторяем его. Далее номер мобильного телефона не обязательно вписывать, для этого нажимаем «У меня нет телефона». Далее выбираем контрольный вопрос, который нам нравится, например, ваш любимый киногерой. И придумываем ответ на данный контрольный вопрос. В случае ошибки нашей почты данный вопрос нам будет задан, и мы должны будем отправить данный контрольный ответ, например, Бэтмен. Далее требуется ввести символы, которые показаны на данных картинках. И нажимаем «Зарегистрироваться». Принимаю. Переходим в почту. Друзья, наша почта создана, и теперь переходим на сайт AliExpress для регистрации нашего нового аккаунта. Нажимаем «Регистрация». Далее «Зарегистрироваться по e-mail». И теперь вводим свой новосозданный почтовый ящик. И можно, естественно, ввести тот же пароль, который вводили для создания почты. Далее ползунок переводим вправо до упора. И нажимаем «Создать мою учетную запись». Добро пожаловать на AliExpress, друзья. Аккаунт на AliExpress мы уже создали, и нам AliExpress предлагает получить купон новичка на $3. Естественно, наш промокод новичка намного выгоднее, который мы будем применять к нашему первому заказу, поэтому всплывающее окно можно закрыть. Друзья, на данном моменте, если AliExpress заметит некую подозрительную активность в нашем аккаунте, то проще всего будет создать новую почту и опять-таки создать другой новый аккаунт на AliExpress. Ну а также при создании нового аккаунта можно поменять регион в нашем VPN протоколе, который встроенный в наш браузер Opera. Друзья, на данном моменте очень важно перейти в свою новосозданную почту и проверить письма, так как иногда AliExpress отправляет письмо с просьбой подтвердить создание нашего аккаунта путем нашего перехода по ссылке в письме для его активации. Данное письмо может прийти сразу или в течение 30 минут. Это очень важно проверить. Но также письмо может не прийти, это означает, что активация данного аккаунта не требуется и заказывать можно без подтверждения. Также если заказывать через приложение AliExpress, надо обязательно очистить кэш телефона плюс кэш самого приложения AliExpress. А также перед заказом обязательно нужно отключить геолокацию в настройках телефона. Без отключения геолокации заказывать будет невозможно. Для отключения геолокации в телефонах на iOS надо перейти в настройки, далее перейти в раздел «Конфиденциальность», служба геолокации и отключаем их. А также можно отключить отдельно только для приложения AliExpress. Ну а теперь давайте перейдем к
заполнению нашего адреса доставки. На данный момент адрес доставки у меня указан именно так. Фамилия, имя, отчество заполнил в транслите, но это не имеет никакого значения для нашего заказа, можно и на русском языке. Далее более интересная данная графа улица, в котором решил делать заказы без указания нашего крымского города. Написано все русскими буквами, надо перенаправить на. И далее указан мой настоящий крымский индекс через пробел. И далее каждая цифра указана через букву ХГХ. И обязательно не стоит забывать выставлять пробелы правильно, так как показано. И после нашего настоящего крымского индекса через пробел указано название моей улицы и через пробел также указан номер моего дома. Также, друзья, за место слов надо перенаправить на, можно написать название нашего крымского города, например, город Севастополь, можно написать так. Именно данное написание города Севастополь работает и заказы не закрываются. А рабочее написание своего города лучше спросить в комментариях под данным роликом, ведь уже кто-то делает заказы с написанием именно вашего города. Не стесняйтесь, задавайте вопросы в комментариях под роликом. Ну а далее в графе край выставляем Краснодарский край, а в графе города выставляем любой город, пускай это будет город Абинск. Друзья, AliExpress заблокировал выбор over везде, и именно поэтому не стоит выставлять over. Ну а далее в графе почтового индекса вписываем свой настоящий крымский индекс, но первую цифру изменяем на единицу. Мой настоящий крымский индекс 299 814, и именно поэтому в данной графе написал 199 814. Но очень важно, чтобы данного индекса в России не существовало, поэтому это проверяем через сайт Почты России. И на данной странице вписываем свой индекс через единицу и пишем 199 814. И именно данные города, выпадающие в меню, означает, что данный индекс в России не существует, и его можно использовать. Ссылку на данную страницу проверки индекса оставлю также в описании. Далее, друзья, если есть квартира, то номер квартиры можно написать возле номера дома, но также через данные цифры ХГХ. После номера дома выставляем пробел, далее наши цифры, далее снова пробел и, например, квартира 22. Далее информацию для таможни можно не заполнять, ведь данная информация нужна только для некоторых платных служб доставки для быстрого прохождения посылки на таможне. Ну а если данная информация для заказа понадобится, то оплата нашего заказа не пройдет, пока мы не заполним их. Далее выставляем галочки и нажимаем кнопку «Сохранить». Друзья, данное заполнение адреса доставки для заказа с AliExpress в Крым будет постоянно меняться. Именно поэтому в дальнейшем буду создавать дополнительные ролики с дополнением, в которых буду рассказывать про изменения именно в данном заполнении адреса доставки. И все такие актуальные ролики с дополнениями для заказа с AliExpress в Крым буду добавлять в данный плейлист для Крыма. В данном плейлисте будут всегда добавляться актуальные ролики для заказа с AliExpress в Крым. Ссылку на данный плейлист оставлю также в описании под данным роликом. Ну и за такую находчивость, друзья, поставьте, пожалуйста, лайк под данным роликом. Ну а мы переходим к фактической оплате заказа в нашем новом аккаунте AliExpress. Для этого переходим на AliExpress через кэшбэк-сервис, чтобы вернуть проценты от своей оплаты. Кэшбэк-сервисы — это сервисы, которые договариваются с магазинами о том, что будут приводить клиентов, и за это получают свои проценты. И именно этими процентами кэшбэк-сервисы и делятся с приведенными клиентами, то есть с нами. Рекомендую зарегистрироваться на данном сервисе, и обязательно нужно активировать свой кэшбэк-аккаунт путем подтверждения своей электронной почты. Ну а теперь для получения кэшбэка нам надо просто перейти с данного сервиса на сайт AliExpress. Для этого находим AliExpress и нажимаем на него. Далее нажимаем «Перейти в магазин», и через 3 секунды нас перекинет на сайт AliExpress. И далее мы заказываем на AliExpress, как и обычно, и после заказа наш кэшбэк появится в данной графе в ожидании подтверждения, и далее перейдет в данную графу подтвержденного кэшбэка, который сможем вывести любым удобным способом для нас, то есть на карту, онлайн-кошелек или счет мобильного телефона. Ссылку на данный кэшбэк-сервис оставлю в описании, рекомендую пользоваться. Ну а теперь мы полностью готовы оплатить заказ. Очень интересный данный MP3-плеер с 16 гигабайтами встроенной памяти. Давайте сейчас его закажем и, естественно, применив промокод новичка со скидкой в 250 рублей при заказе от 320 рублей. И как раз данный MP3-плеер стоит более 320 рублей. Нажимаем кнопку «Купить сейчас». Можно оплатить любым способом оплаты, но сейчас буду оплачивать банковской картой МИР. И, естественно, будем делать наш заказ, применив промокод для новых аккаунтов AliExpress именно для первых заказов. И мы видим, что цена данного плеера уменьшилась на 250 рублей, и цена, которую мы должны фактически оплатить, всего лишь 73 рубля и 62 копейки. Друзья, стоит учитывать, что данный промокод рассчитан для новых пользователей AliExpress, и чтобы заказ с промокодом мы смогли оплатить, нам надо придерживаться некоторых правил. О том, по каким критериям AliExpress определяет не новых пользователей, можно посмотреть, поставив паузу. Ну а мы нажимаем «Оформить заказ». Друзья, появилась кружка, но не стоит спешить. Нужно перейти обязательно в мои заказы, и, возможно, данный заказ был сделан.
И как мы видим, в разделе «Мои заказы» все-таки данная оплата прошла, и данный заказ находится в статусе «Ожидается отправка». Ну а теперь давайте рассмотрим самые частые ошибки, которые возникают при заказе с AliExpress в Крым. Ошибка 029 на данный момент это в основном означает, что в адресе доставки AliExpress распознал у нас некие крымские данные. В основном это бывает наше написание крымского города, которое нам надо просто немного больше исказить написание, чтобы AliExpress не понял, что это написание нашего крымского города. Данная ошибка 034 означает, что мы забыли включить VPN протокол или забыли отключить геолокацию в настройках своего телефона, но также может означать, что в адресе доставки указаны запрещенные символы или крымские данные. Ошибка 053 означает, что мы применили к данному заказу промокод, но воспользовались данными, с которыми уже применяли промокод новичка в другом аккаунте, или воспользовались картой, которые ранее уже оплачивали заказы на AliExpress. Также бывает ошибка оплаты без номера, это означает, что в адресе доставки присутствуют запрещенные символы, знаки или слова, ну а также возможно крымские данные. Друзья, если после оплаты заказа на AliExpress заказ закроется, не стоит переживать, ведь AliExpress официально возвращает деньги в течение 3-20 рабочих дней, автоматически на тот счет, с которого оплачивали заказ. Но на практике AliExpress переводит деньги в течение 3-8 рабочих дней. Поставьте, пожалуйста, лайк под роликом, подписывайтесь на канал и обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующий ролик. Всем спасибо за просмотр, всем пока.